Друзья, приветствую вас! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз уже на сентябрь 2026 года для Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов и Дев. Если вы впервые на моем канале, то я бы хотела обратить ваше внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы смотрели правильный прогноз, и чтобы он у вас обязательно работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, либо хотя бы знак зодиака Луны по ведической астрологии. Как построить свой гороскоп в ведическом стиле и как узнать свой восходящий знак, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. Она будет в описании, в комментариях к этому видео. И также в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение по ведической астрологии. Уже в октябре стартует базовый курс по ведической астрологии. И на моем канале для тех, кто давно хотел какое-то закрытое сообщество, появилась спонсорская подписка. Там будут публиковаться эксклюзивные видео, и со временем будут проводиться прямые эфиры с практикой по гороскопам, по каким-то определенным темам ведической астрологии. Поэтому, если вы хотели в такое сообщество, то, пожалуйста, милости прошу. Это можно оформить прямо под видео. Кнопочка есть «Стать спонсором канала». Ну и давайте говорить о том, что же нам принесет сентябрь, какие уникальные возможности будут для каждого знака зодиака. Овны. Со 2 сентября по 5 ноября ваш седьмой дом гороскопа, дом брака, партнерства и личной жизни заходит Венера. Венера будет долго достаточно в вашем седьмом доме гороскопа, потому что в октябре она еще будет ретроградной, то есть будет откатываться назад. Поэтому очень долго Венера будет находиться в седьмом доме гороскопа. И это, в принципе, первый транзит, который будет фокусировать вас на теме отношений с другими людьми. И транзит Венеры по седьмому дому гороскопа — это период, когда вы будете какие-то денежные отношения решать с другими людьми, в том числе какие-то, возможно, заключать сделки. И если мы берем в расчет, что Венера — это планета любви и отношений, то это прекрасный транзит на то, чтобы налаживать отношения, на то, чтобы строить отношения, на то, чтобы искать партнерство, на то, чтобы входить в какие-то новые команды, коллективы, на то, чтобы мириться с теми, с кем вы находитесь в не очень хороших отношениях на данный момент, на то, чтобы находить партнеров по бизнесу, на то, чтобы находить клиентов и так далее. Но могут быть и вопросы перемен в отношениях. То есть, если вы уже в отношениях, то могут произойти перемены в отношениях. Если вы не в отношениях, то кто-то из овнов осенью может начать отношения, потому что будет не один транзит, который будет способствовать тому, чтобы начинать отношения. С 7 сентября по 26 сентября ваш шестой дом гороскопа, дом рутины, труда, препятствий, врагов зайдет Меркурий. Меркурий будет идти, как Венера будет идти по знаку своих, по сильному для себя знаку, и Меркурий будет идти по знаку своей экзальтации, поэтому у нас на какое-то время сформируются достаточно неплохие такие транзиты. Меркурий по шестому дому гороскопа — это период, во-первых, на то, чтобы заниматься спортом, и, возможно, кто-то пойдет на спорт, на танцы. Венера способствует тому, чтобы быть в группе, на то, чтобы оформлять различные документы. То есть, если вы заключаете какое-то соглашение, вы идете в банк, вы идете в какое-то кредитное учреждение, вы идете к адвокату, к нотариусу, вы идете в какое-то учетное учреждение для того, чтобы оформить какие-то документы, техническую документацию. Но также этот транзит Меркурия способствует тому, чтобы, в принципе, интересоваться вопросами спорта, кредитов, каких-то лекарств, каких-то ам, рабочих моментов, выявлять ошибки в работе, анализировать, наводить порядок в режиме труда и отдыха. У некоторых овнов этот транзит может проиграться как начало обучения на курсах профессиональных, которые могут дать вам впоследствии такой навык полезный, который будет использован в работе. Это еще указание на то, что кто-то из овнов может и экзамены сдавать. То есть это может быть и финишная черта в каких-то курсах, в каких-то обучающих историях.
11 сентября будет новолуние в вашем пятом доме гороскопа. Новолуние в пятом доме гороскопа подтверждает транзит Меркурия, что могут быть старт обучения, начало обучения какого-то, начало хобби. У некоторых овнов это может быть начало влюбленности новой, то есть у вас такие несколько очень ярких указаний. У некоторых овнов это могут быть перемены в уровне комфорта, допустим, домашняя обстановка, что-то меняется. И у некоторых овнов это может быть зачатие, рождение ребенка, а также посещение какого-то мероприятия творческого, например, сходить на концерт, в кино, выставку, театр и так далее. С 17 сентября по 17 октября по вашему шестому дому гороскопа пойдет Солнце. Солнце в транзите по шестому дому гороскопа тоже частично подчеркивает те тенденции, которые формируются из Меркурия, из Венеры, из новолуния, потому что Солнце тоже указывает на то, что кто-то из овнов может сдавать экзамены, также на то, что кто-то из овнов может проходить медицинские обследования по вопросам детей, деторождения, либо детей тоже водить в поликлинике или за справками, но и различные обследования, связанные с отдыхом, допустим, пойти взять справку, чтобы поехать куда-то на отдых, или чтобы взять справку, чтобы пойти учиться. Такие истории, ну, может быть, и разработка какого-то плана, связанного с ремонтом. Что интересно, когда Солнце идет по шестому дому гороскопа, мы становимся такими помогаторами, то есть другие люди могут просить у нас помощи, и мы включаемся в борьбу. Это транзит служения, когда мы служим другим людям. Иногда безвозмездно, иногда за какие-то за какое-то вознаграждение, но это транзит служения. И вот этот транзит Меркурия и Солнца по шестому дому гороскопа может выявлять какие-то в работе истории, выявлять в работе какие-то вещи, которые нужно откорректировать в вашем графике, может быть, тоже вещи, которые нужно откорректировать. То есть это фокус на вашу рутину, на вашу ежедневную деятельность, на ваш ежедневный труд, фокус на долговые обязательства, фокус на э, то, чтобы разобраться с какими-то ошибками, что-то исправить, наладить, режим труда и отдыха и так далее. С 18 сентября по 12 ноября по вашему четвертому дому гороскопа пойдет Марс. Марс будет идти по знаку своего падения и встретится в вашем четвертом доме гороскопа Марс с Юпитером. Вообще, когда Марс идет по четвертому дому гороскопа, это в принципе тоже подтверждение того, что это для вас очень активное время, потому что четвертый дом гороскопа это дом внутреннего ощущения счастья. И когда в этом доме гороскопа находится планета-вредитель, а Марс у нас планета-вредитель, это значит, что мы чем-то раздражены, мы пытаемся делать так, как нам нравится, что-то исправить, что-то наладить, действовать. То есть это транзиты на действие. Несмотря на то, что Марс это планета главная для вас, управитель всего вашего гороскопа, он указывает на то, что вы будете обращены в том числе в сферу дома, домашних дел. Возможно, действительно у кого-то рождается ребенок и начинает дома там какую-то перестановку. То есть это и на то, чтобы расхламиться, на то, чтобы навести дома порядок, и на то, чтобы дома где-то что-то отремонтировать. Есть указания, конечно, у некоторых овнов на то, что могут быть какие-то срочные поездки из дома. Необходимость вкладываться в дом, в машину, в ремонт, вкладываться в какие-то перспективы, в отношения с мамой точно так же, но в отношениях с мамой могут быть конфликты, потому что мама все-таки это живой показатель четвертого дома гороскопа, а Марс это планета агрессии, но может быть так, что вам нужна помощь будет маме оказывать какую-то в ее делах, допустим. Поэтому тут по-разному у каждого может проиграться, но будьте аккуратны, не вспыливайте, не ругайтесь, потому что этот транзит будет способствовать какому-то напряжению, но также Марс будет аспектировать десятый дом работы и вместе с Солнцем и Меркурием точно так же будет указывать на то, что в работе тоже могут происходить какие-то перемены такого характера, когда вот срочно что-то выявляется, которое нужно что-то, что нужно быстренько исправить, что-то, что нужно быстренько починить, что-то, что нужно быстренько проанализировать и так далее. В целом, здесь очень важно то, что очень много связи с шестым домом гороскопа и управитель всего вашего
гороскопа будет в падении, поэтому не перетруждайтесь и не берите на себя больше, чем вы можете потянуть, потому что будет желание много дел переделать, а все-таки планета, отвечающая за здоровье, будет идти по слабому для себя положению. И может быть так, что сил желания переделать много, а энергии на это недостаточно. Либо вы слишком много на себя берете и не можете справиться со всем потоком дел, которые вы себе запланировали. Поэтому аккуратненько и, возможно, даже заранее нужно строить уже какие-то планы. Но Марс с Юпитером, когда соединяются, это такая энергия на свершение, на то, чтобы что-то поменять. Возможно, поменять машину, возможно, поменять место жительства, возможно, просто что-то преобразить. И с 26 сентября по 2 декабря по вашему седьмому дому гороскопа вместе с Венерой пойдет Меркурий. И Меркурий тоже в октябре будет ретроградить, откатываться назад, поэтому тема отношений с другими людьми, она будет очень долго в фокусе, очень долго там будут находиться Меркурий и Венера, и более того, они еще вдвоем будут ретроградными в какой-то период времени. То есть в октябре они начнут там менять свое движение и будут откатывать какие-то вопросы, связанные с другими людьми, с договоренностями с другими людьми. Вообще Меркурий указывает на заключение сделок и соглашений, на заключение, на достижение каких-то договоренностей с другими людьми. Это могут быть покупатели, это могут быть продавцы, это могут быть бизнес-партнеры, это могут быть коллеги по работе, это могут быть партнеры по личной жизни. Вы можете входить в какие-то новые коллективы, знакомиться с какими-то новыми людьми. Вы можете искать, допустим, покупателя на то, что вы продаете. Вы можете сами что-то активно продавать. И, вернее, вы можете сами быть покупателем и искать продавца, то есть искать что-то и ходить смотреть, допустим, объекты какие-то, которые вы хотите купить, либо вещи, которые вы хотите купить. Кроме этого, если вы работаете в обслуживании клиентов, то это может быть поиск новых клиентов, поток новых клиентов. Вообще такие транзиты могут возвращать очень много людей в вашу жизнь из прошлого, либо просто о вас могут сразу одновременно все вспомнить, и будет очень активное, насыщенное время, когда вам нужно будет очень много общаться с другими людьми. Много общения, много консультаций, много договоренностей. Возможно, нужно это все будет учитывать. Ну и Меркурий еще указывает на то, что, возможно, групповая какая-то интеллектуальная борьба, то есть вместе с какой-то группой людей, допустим, на соревнования какие-то ездить, либо участвовать в интеллектуальных соревнованиях, вместе с партнером по браку и личной жизни заниматься спортом, либо вместе с партнером по браку и личной жизни работать, кто-то кому-то помогает. Но в целом 2 планеты, которые отвечают за коммуникации и консультации, поэтому, возможно, вы действительно будете очень много других консультировать, либо что-то показывать, демонстрировать и так далее. И 26 сентября будет полнолуние в вашем 12 доме гороскопа. Полнолуние может указывать на какую-то поездку, на период такого уединения, на период посещения закрытых организаций, медицинских, организаций отдыха, на планирование каких-то поездок, может быть. Но если вы что-то продаете, то и на продажу, потому что 12 дом — это дом потерь. Но, в общем-то, все равно у вас какой-то активный месяц на взаимодействие с другими людьми, на активные перемены в комфорте, в месте проживания, в отношениях с другими людьми. И это прям даже затрагивает несколько месяцев сегодняшний прогноз, но в каждом месяце будут свои тенденции. А здесь вот прям очень ярко видно, что у вас начинается такой активный период общения с другими людьми и решения каких-то, возможно, застрявших вопросов. Тельцы, со 2 сентября по 5 ноября по вашему шестому дому гороскопа, по дому труда, рутины, препятствий пойдет Венера. И Венера будет идти по собственному знаку, по знаку зодиака Весы. Но мы должны учитывать нюанс, что Венера — это управитель всего вашего гороскопа, и она идет по дому гороскопа, отвечающему и за наведение порядка в жизни, и за рутину, и за спорт,
из-за лечения, из-за долговые обязательства. Вообще Венера будет достаточно долго в вашем шестом доме гороскопа. Еще в октябре она будет ретроградной. Поэтому фокус на здоровье, фокус на ваш график жизненный, на режим труда и отдыха, фокус на какие-то отношения с обслуживающим персоналом, если у вас есть такой персонал, на ваших помощников, если у вас есть помощники. Этот транзит говорит о том, что вы будете направлены в эти сферы, в сферы лечения, в сферы кредитов, долгов, в сферу труда. Может быть, даже кто-то будет искать работу, кто-то будет налаживать режим труда и отдыха, кто-то будет избавляться от вредных привычек. Также транзит Венеры по шестому дому гороскопа — это период ремонта таких вещей, как машина, одежда, ювелирные украшения, предметы искусства, может быть, косметические, косметологические процедуры тоже, то есть наводить красоту, заниматься формами своими. Это все будет вас интересовать. Аптечную косметику покупать. То есть фокус на здоровье, конечно, тоже очень ярко виден. С 7 сентября по 26 сентября по вашему пятому дому гороскопа пойдет Меркурий. И Меркурий тоже пойдет по хорошему для себя знаку, по знаку своей экзальтации. Это хороший транзит, который способствует тому, чтобы заниматься еще и вопросами учебы, вопросами организации отдыха, вкладывать деньги. То есть вы будете покупать, возможно, курсы какие-то, либо поступать на учебу, либо детей, что-то для детей покупать, подарки, либо просто вкладываться в детей, много тратить на детей. И это период еще организации различных мероприятий, большого количества общения с детьми, если у вас есть дети, либо много учебы, много разговоров о романтике, влюбленностях, о каких-то мероприятиях, о культуре, о искусстве и так далее. Но, кстати говоря, еще транзит Меркурия по пятому дому гороскопа может указывать на желание инвестиций или грамотного распоряжения своими накоплениями. И кто-то из тельцов, скорее всего, будет и вкладываться куда-то в какие-то инвестиции, в какие-то проекты. 11 сентября в вашем четвертом доме гороскопа, доме недвижимости и транспорта, будет новолуние. Новолуние в четвертом доме гороскопа — это период, когда могут происходить перемены в том месте, где вы живете. Например, поездка, переезд, заключение договора аренды, выбор какого-то отеля, что-то новое у мамы, покупка автомобиля, покупка квартиры у кого-то. Конечно, не все тельцы купят одновременно квартиру, но у кого настал такой период, то тоже такое может быть. С 17 сентября по 17 октября по пятому тоже дому гороскопа пойдет Солнце, по дому романтики, творчества, детей, влюбленности, проектов и учебы. Солнце подсвечивает, проявляет какие-то вопросы, связанные с детьми, с учебой, с творчеством, с вашими проектами. И транзит Солнца по пятому дому гороскопа еще указывает на возможность получения какого-то дохода от недвижимости, транспорта. Но вообще тельцам актуально предупреждение на осень. Если вы водите автомобиль, то водите автомобиль аккуратнее, не лихачьте, потому что такие транзиты могут еще давать компенсацию как страховку от а, таких вещей. Поэтому плюс у нас еще Венера идет по шестому дому гороскопа, поэтому тельцам актуальна рекомендация не лихачить, водить автомобиль аккуратно. И Солнце еще может указывать на то, что вам мама может помогать в учебе, мама может помогать в вопросах детей, в организации каких-то мероприятий, даже вы, может быть, где-то выступите, где-то побудете на виду. С 18 сентября по 12 ноября по вашему третьему дому поездок, в том числе документов, общения, братьев и сестер, друзей, пойдет Марс. Марс будет идти по знаку своего падения, поэтому вот это актуальная рекомендация для весов, вот для тельцов: не лихачить. Актуальная рекомендация быть аккуратнее в контактах, в коммуникациях. Также Марс указывает на заключение каких-то сделок, соглашений, договоренностей, объединение друзей, встречи с друзьями, братьями и сестрами, возможно, замену гаджетов, техники. И
Может быть такое, что вам нужно будет какие-то передавать вещи, запчасти, посылки какие-то из города в город, из страны в страну. Но немножко даже такой по Марсу еще творческий транзит, но это больше на то, чтобы делать руками, что-то мастерить. А так в контактах и коммуникациях все равно нужно быть аккуратнее, потому что будет желание не сдержаться, если кто-то что-то вам говорит не то, что вы хотите. Поэтому будьте тоже более благоразумны и больше уделяйте внимание таким вещам, как перепроверка всего, что вам говорят, перепроверка всей информации, которая вам поступает. С 26 сентября по 2 декабря по вашему шестому дому гороскопа вместе с Венерой пойдет Меркурий. Меркурий указывает на трату денег, на шестой дом гороскопа, то есть на лечение, на спорт, на то, чтобы долговые обязательства, может быть, закрыть, на то, чтобы поискать с помощью каких-то помощников работу, либо на то, чтобы нанять каких-то работников, помощников и так далее. Транзит Меркурия по шестому дому гороскопа некоторым тельцам еще может дать период экзаменов, соревнований каких-то, а также, когда Меркурий идет по шестому дому гороскопа, это еще период, когда вы можете искать работу, но также искать какие-то ошибки в работе выявлять. Вообще очень долго будет у нас идти Меркурий по шестому дому гороскопа, так же, как и Венера, потому что Меркурий тоже в октябре будет ретроградным, поэтому тема работы, тема рутины, тема взаимоотношений с какими-то помощниками, которых вы нанимаете, допустим, рабочих, которые приходят делать ремонт, тема долгов, кредитов, тема спорта, ошибок каких-то, которые выявляются, тема режима вашего жизненного графика тоже будет очень актуальна всю осень, когда нужно будет, возможно, подстраиваться под какой-то новый жизненный ритм, новый жизненный этап. То есть я думаю, что у вас осенью такие важные будут перемены происходить. И 26 сентября будет полнолуние в вашем 11 доме гороскопа, доме наград, достижений, счетов, прибыли. И полнолуние в 11 доме гороскопа может указывать как раз-таки на то, что закрывается какая-то большая цель, достигается какая-то большая цель. Но также полнолуние в 11 доме гороскопа может означать крупные покупки, крупные траты, может означать закрытие, переоформление счетов, выход из каких-то сообществ. И, кстати, и транзит Марса по третьему дому гороскопа тоже может означать выход из каких-то сообществ, закрытие бизнеса для некоторых тельцов. Бизнес закрываем, идем в найм, например. Такое тоже может быть. И вот эти вот очень транзиты похожи на то, что у вас может меняться жизненный уклад так очень кардинально. Близнецы. Со 2 сентября по 5 ноября по вашему пятому дому гороскопа, дому детей, творчества, мероприятий, влюбленности, романтики, проектов пойдет Венера. Венера будет идти по своему собственному знаку зодиака Весы. Это хороший транзит на то, чтобы творить, на то, чтобы участвовать в каких-то мероприятиях, выставках, театры, музеи, на то, чтобы влюбляться, получать и дарить подарки, на то, что в вашей жизни будет момент такого достаточно долго, потому что Венера у нас еще будет в октябре ретроградный, момент такого творческого периода, творческого какого-то начала. Для некоторых близнецов это период действительно влюбленности, начало романа. Для некоторых близнецов это период, когда вы просто, возможно, вольетесь в какой-то коллектив или в какое-то сообщество, где вы будете творить. Но также есть указания на поездки, связанные с мероприятиями, на поездки, связанные с детьми, на поездки, связанные с учебой, на дистанционные романы у некоторых близнецов тоже есть указания. С 7 сентября по 26 сентября по вашему четвертому дому гороскопа, дому недвижимости и транспорта пойдет Меркурий.
И Меркурий будет тоже идти по собственному знаку, по знаку своей экзальтации. Это хорошее тоже положение. Меркурий управитель всего вашего гороскопа, поэтому, возможно, какой-то подъем вдохновения, подъем сил, подъем веры какой-то. Но транзит Меркурия по четвертому дому гороскопа — это еще период много общаться с мамой, много строить, возможно, каких-то планов с мамой и интересоваться вопросами недвижимости, транспорта, возможно, искать квартиру, возможно, бронировать гостиницу, возможно, какие-то другие вопросы решать, связанные с недвижимостью, транспортом. Когда Меркурий идет по четвертому дому гороскопа, это еще период на то, чтобы много дома писать, читать, конспекты какие-то, учиться. То есть дома такой дом, как библиотека. Но и много в разных местах бывает. Часто, когда Меркурий идет по четвертому дому гороскопа, сегодня там ночуем, завтра там ночуем. То есть такое немножко ам, суетливый период с точки зрения возможности находиться дома. Туда-сюда как бы начинаем блуждать. 11 сентября будет в вашем третьем доме гороскопа, доме документов, друзей, коротких поездок, братьев и сестер, новолуние. Новолуние в третьем доме означает получение нового документа, либо оформление нового документа, начало нового хобби, начало учебы на каких-то курсах, встреча с друзьями, братьями и сестрами, какая-то поездка для встречи с друзьями, братьями и сестрами, командировка. И новолуние в третьем доме гороскопа еще может означать регистрацию в какой-то социальной сети, вхождение в какой-то круг, узкий круг общения, познакомились с соседями, например. С 17 сентября по 17 октября по вашему четвертому дому гороскопа пойдет еще и Солнце. Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с местом жительства, связанные с вашим правом на проживание, с недвижимостью, с транспортом. Солнце еще указывает на получение, оформление документов на недвижимость, транспорт, либо на место проживания. Также Солнце может указывать на поездки, на то, что к вам домой могут приезжать какие-то гости. Вот эти вот транзиты Меркурия и Солнце по четвертому дому гороскопа, я знаю, что у некоторых близнецов сейчас туго с работой, они еще могут способствовать какой-то удаче в работе, какому-то улучшению в работе. Возможно, кто-то в этот период может найти работу. Вот когда солнышко особенно будет идти по четвертому дому гороскопа, оно будет аспектировать 10-й дом, и этот транзит нужно использовать тоже для активного поиска работы. С 18 сентября по 12 ноября по вашему второму дому, дому денег, пойдет Марс. Марс у нас указывает на вывод денег со счетов, с одного счета на другой, на то, что нужно больше наличными пользоваться, допустим, на то, что из-за денег могут быть споры у некоторых близнецов, либо переживания какие-то. Также второй дом — это дом зрения, дом зубов, лор органов, поэтому возможно лечение зубов, профилактика зрения и беспорядочное питание, может быть, когда Марс идет по второму дому гороскопа. И это еще транзит, который может способствовать переменам в личной жизни. Если вы не в отношениях, то такой транзит может дать перемены в личной жизни. Если вы в отношениях, то может быть немножко конфликтный период, поэтому будьте аккуратны. Ну и на то, чтобы тоже наводить порядок в теме финансов. С 26 сентября по 2 декабря по вашему пятому дому романтики, творчества, детей, влюбленности пойдет еще и Меркурий. И тоже он будет достаточно долго, потому что в октябре он тоже будет ретроградить. И это, в общем-то, хорошо. Меркурий и Венера, когда будут идти по пятому дому гороскопа, для вас это прям классные транзиты, транзиты на возможность отдыхать. Меркурий в этом положении укреплен как управитель всего вашего гороскопа, как управитель дома, отвечающего за место проживания, за внутреннее ощущение счастья. Поэтому это, возможно, какая-то удовлетворенность тем, что происходит, удовлетворенность жизнью, улучшение комфорта какого-то жизненного, много общения с детьми, много учебы, много мероприятий, много романтики, опять же. Также транзит Меркурия по пятому дому гороскопа может означать получение дохода от недвижимости и транспорта, от помощи мамы в творчестве, в обучении, ну или просто с детьми тоже,
либо даже и финансовая тоже какая-то помощь мамы, доход от недвижимости, транспорта. Но в общем и целом для вас на самом деле транзиты такие как будто бы улучшающие ситуацию, способствующие прояснению каких-то вопросов, разрешению каких-то сложных вопросов. И осенью вы как-то как будто бы будете, может, конечно, и работать, но и кайфовать тоже. То есть у вас будет возможность и отдыхать, и развлекаться. 26 сентября будет полнолуние в вашем 10-м доме гороскопа, доме работы, статуса, доме карьеры, репутации. Полнолуние в 10-м доме гороскопа для кого-то из близнецов может давать перемены в работе и статусе. Допустим, получение важных документов, либо смена важных документов, но и смена работы, но и смена должности. Если не работаете, а искали работу, то, возможно, появление какого-то предложения. Если работаете, то будьте аккуратны, не бросайтесь сгоряча словами, потому что может быть смена работы, хотя все равно транзиты вот именно на сентябрь у вас такие хорошие, за исключением Марса, который может по деньгам вам немножко портить ситуацию, но Меркурий с Венерой в 5-м доме гороскопа по деньгам ситуацию улучшают, поэтому тут 50-50. С одной стороны, именно со счетов деньги как бы выводятся, но в целом возможности по деньгам все равно есть, поэтому я думаю, что у вас как-то будет хороший месяц, продуктивный. В какой-то степени будут вопросы, которые вам нужно будет решать, но они будут разрешаться так, что вы будете удовлетворены. Раки. Со 2 сентября по 5 ноября по вашему 4-му дому гороскопа, дому недвижимости, транспорта, дому мамы, родины, места жительства пойдет Венера. Венера будет идти по своему собственному знаку зодиака Весы. Венера будет идти по нему достаточно долго, потому что в октябре она еще будет ретроградить, и это для вас хороший на самом деле транзит, потому что Венера это планета красоты, любви, удовольствия, удовлетворения, а 4-й дом — дом внутреннего ощущения счастья. Поэтому если вы где-то даже загрустили, то транзит Венеры по 4-му дому гороскопа даст вам возможность немножко выдохнуть, расслабиться, влюбиться в жизнь, влюбиться в то, что вокруг вас происходит, какие-то, возможно, позитивные новости, какие-то позитивные события, желание наводить порядок в доме, желание заниматься вопросами недвижимости и транспорта, но именно такое украшать, покупать предметы интерьера, покупать что-то для дома, для кухни, для спальни и так далее. У некоторых раков это даже может быть такое совместное проживание с партнером на время, если вы не живете вместе, либо вместе съехаться. Ну, какой-то вот обустраивать гнездышко, менять планы по теме места жительства, по теме жилья тоже может быть. С 7 сентября по 26 сентября по вашему 3-му дому гороскопа, дому документов, общения, контактов, коммуникаций, братьев и сестер, хобби пойдет Меркурий, и это суета-сует, это много общения. Много документов, много друзей, много, возможно, каких-то разговоров, коротких поездок. То есть будет, наверное, тоже что-то типа отдыха у некоторых раков, но такого отдыха активного, когда мы много общаемся, живем там, где нам нравится, живем там, где красиво. А вообще еще транзит Меркурия по 3-му дому гороскопа указывает на то, что вы можете передавать какие-то посылки, документы, гаджеты менять, то есть обновить телефон, обновить компьютер, книги какие-то покупать, может быть, много читать, может быть, много в соцсетях зависать. И все, что связано вот с такой вот с любопытством. Вот какое-то любопытство будет удовлетворяться. 11 сентября будет новолуние в вашем 2-м доме гороскопа. 2-й дом — дом денег, ресурсов, родительской семьи. Новолуние во 2-м доме гороскопа для тех раков, которые не работают, может дать новую работу. Для тех раков, которые работают, ну, либо новую работу, либо новый источник дохода. Не обязательно, что вы должны на работу отправиться. Я знаю, что некоторые и не хотят работать и говорят: зачем мне эта работа, что вы мне в прогнозах про работу рассказываете. Ну, новый источник дохода. Либо кто-то деньги вам дал, подарил.
Также новолуние во втором доме гороскопа может означать встречу с родителями, изменения в питании, изменения в уровне дохода, может быть, изменение, повышение оплаты труда, премия какая-то и так далее. С 17 сентября по 17 октября по вашему третьему дому гороскопа, дому документов, коротких поездок, братьев и сестер, хобби, пойдет Солнце. Солнце указывает на трату денег на документы, трату денег на друзей тоже может быть, на трату денег на хобби, на гаджеты, на курсы, на то, что могут проясниться какие-то вопросы, связанные с вашими документами, с друзьями. Вообще тема друзей, дружбы и общения будет очень важна в фокусе какое-то время, вот в сентябре, даже сентябрь, октябрь, тема отношений с другими людьми. И тема документов, тема знаний каких-то, которые вы получаете, коротких курсов тоже будет важна, и хобби. С 18 сентября по 12 ноября по вашему первому дому гороскопа пойдет Марс. Достаточно долго тоже Марс будет идти по вашему первому дому гороскопа, но он будет идти по знаку своего падения, хотя Марс у вас йога карака, в принципе, он как бы вам сильно вреда не принесет, но все равно избегать риска травмоопасных мероприятий, каких-то рекомендуется. Транзит Марса по первому дому гороскопа указывает на новый статус, на то, что ваш статус может быть очень сильно завязан. Вопросы статуса могут решаться, связанные с вами самими. То есть это может быть и замена важных документов, тем более, что у вас еще и транзиты по третьему дому гороскопа, получение каких-то документов. Тема учебы тоже, но также еще, когда Марс идет по первому дому гороскопа, может тоже решаться вопрос места проживания, а также когда Марс идет по первому дому гороскопа, очень часто еще люди ходят сдавать разные анализы, кровь сдавать, то есть это колющие, режущие предметы, либо у кого-то будет желание там сделать что-нибудь такое. Ну, не рекомендуется, конечно, Марс в падении, но желание может быть что-нибудь себе проколоть, татуировку какую-то сделать и так далее. С 26 сентября по 2 декабря по вашему четвертому дому гороскопа, там, где идет Венера, пойдет еще и Меркурий. Меркурий тоже будет долго идти по вашему четвертому дому гороскопа. Меркурий тоже будет в октябре ретроградить. Меркурий указывает на поездки, переезды, смену места жительства, смену транспорта, квартиры, то есть купить, продать. Но еще Меркурий по четвертому дому гороскопа — это много изучать, узнавать информацию, общаться на тему недвижимости, транспорта, планировать что-то, дома учиться, часто выезжать куда-то из дома. Может быть, сегодня здесь ночую, завтра здесь ночую, но дома много разговоров, возможно, дома много людей, то есть, возможно, к вам кто-то приезжает. Такие очень активные будут именно с домом связанные транзиты. Осень будет очень активная с домом, с транспортом, со встречами какими-то с другими людьми, возможно, даже с теми людьми, с которыми вы давно не виделись. Общение такое домашнее тоже, да, какие-то домашние посиделки могут быть, и все в таком роде. А 26 сентября будет полнолуние в вашем девятом доме гороскопа, доме, который отвечает за зарубежные поездки, за обучение тоже, высшее образование, за отца, учителя, руководителя. И полнолуние в девятом доме гороскопа некоторым ракам может давать зарубежную поездку, некоторым ракам какой-то ответ, решение вопросов в государственных органах, в зарубежных каких-то органах, с отцом разрешение какого-то вопроса, с учителем, с руководителем, с вышестоящим лицом. Львы. Со 2 сентября по 5 ноября по вашему третьему дому гороскопа пойдет Венера. И Венера будет идти по своему собственному знаку зодиака Весы. И это очень хороший для вас транзит, на самом деле очень классный для вас транзит. Если вы особенно ждали какого-то разрешения вопроса, связанного с получением документов, связанного с получением статуса, связанного с заключением какого-то контракта, сделки, потому что это такой транзит,
транзит на получение важных документов, на оформление важных документов, на заключение контракта, на заключение сделки, на то, что вы можете идти на какой-то курс, который в дальнейшем даст вам профессию, либо на то, что ваша профессия в этот период связана с вашим хобби, на то, что вы ведете социальные сети очень активно по работе, на то, что вам могут помогать друзья, братья, сестры в работе, на то, что могут быть рабочие командировки, флирт и романтика в социальных сетях у некоторых львов. Флирт и романтика в поездках и переписках. Вообще много приятных, возможно, переписок, либо много переписок консультационного характера. Но в целом для вас это классный транзит, хороший транзит, который улучшает ваши рабочие вопросы статусные тоже. Возможность заключить, как договоренность какую-то достигнуть, тоже вот по этому транзиту. С 7 сентября по 26 сентября по вашему второму дому гороскопа пойдет Меркурий. Меркурий тоже улучшающий, потому что Меркурий идет по своему знаку экзальтации. Меркурий у вас управляет двумя домами денег, и планета денег выходит в хорошее положение, и управитель двух домов денег выходит в хорошее положение. В общем-то, это месяц облегчения, месяц, когда вы можете навести порядок в финансовых делах в первую очередь. И транзит Меркурия по второму дому гороскопа может тоже, конечно, давать вот эту вот финансовую дисциплину, посчитать, сколько денег, собрать деньги в одну кучку, собрать, да, спланировать какую-то покупку. Может быть, просто много разговоров про деньги, много разговоров с родителями, с родительской семьей, много изучения информации, финансовой дисциплины, допустим, как инвестировать деньги, куда их грамотно вложить, куда их распределить и так далее. Но в целом я бы сказала, что у львов прям очень улучшающие в этом вопросе транзиты. А 11 сентября будет новолуние в вашем первом доме гороскопа, которое подтверждает транзит Венеры, что может быть получен какой-то статус, может быть заключен какой-то договор, может быть вопрос какой-то репутации, улучшения репутации, новая должность может быть получена, новая работа может быть получена, если вы ищете работу, хорошее новолуние, которое означает начало чего-то нового во внешности, в имидже, в статусе, в репутации, в карьере. С 17 сентября по 17 октября по вашему второму дому, дому денег, пойдет еще и Солнце. Солнце указывает, ну, это же управитель всего вашего гороскопа, главная для вас планета, и когда она заходит во второй дом, говорит, что, ну, мы здесь сейчас больше всего интересуемся деньгами. Сколько у нас есть денег, как и Меркурий. И когда Солнце идет по второму дому гороскопа, это не только денег вопрос ресурсов, энергии, сколько мы сил тратим, вопрос возобновления энергии, восстановления энергии. Поэтому многие на таких транзитах витамины пьют, начинают улучшать качество сна, качество отдыха. Но есть один такой побочный эффект от этих транзитов, когда Солнце идет по второму дому гороскопа, желание растранжирить деньги. То есть это, возможно, вы и получите какую-то крупную сумму денег, но и захотите потратить, купить себе что-то, что вы обычно себе не позволяете, какую-то крупную статусную покупку, пустить пыль в глаза, либо порадовать своего внутреннего ребенка. Вот такой вот транзит Солнца по второму дому гороскопа обычно. С 18 сентября по 12 ноября единственный такой ложка дегтя в этой бочке меда — это транзит Марса по 12 дому гороскопа, достаточно длительный. Но Марс, в общем-то, он указывает на разлуку с родителями. Возможно, вы будете много общаться перед тем, как разлучиться, да, уезжаете от родителей. Либо еще каким-то образом это проиграется, ваши вот эти вот разговоры, но Марс может указывать на разлуку с родителями, на дальнюю поездку, на переезд, на то, что вы можете
на то, что вы можете ездить между странами либо городами с целью посещения каких-то мероприятий, например, обучающих, спортивных мероприятий, ездить на какие-то соревнования в том числе, ездить на какие-то йога-туры, ездить, искать квартиру, например, себе, которую вы хотите купить, или что-то в этом роде. То есть Марс у нас про поездки, но и про физическую активность тоже, которая может у вас проснуться, про то, что вы можете включаться в какую-то конкуренцию в работе, либо еще где-то. Но и когда Марс идет по второму, по 12 дому гороскопа, нужно меньше рисковать, нужно меньше вступать в какие-то истории, где могут быть конфликты. Потому что это не самый лучший транзит Марса, и лучше избегать травмоопасных и рискованных мероприятий. Ну и у некоторых львов, кто уже долго этим занимается, это может быть еще продажа недвижимости. Вот этот транзит не зря у вас так и по деньгам прям улучшение, поэтому если кто продает, то может быть продажа недвижимости в этот транзит Марса по 12 дому гороскопа. С 26 сентября по 2 декабря по вашему третьему дому гороскопа пойдет Меркурий, и Меркурий тоже будет долго в третьем доме гороскопа вместе с Венерой. И, в общем-то, тоже такой длинный транзит на много общения в соцсетях и, в принципе, на много общения, на много документов, много коротких поездок, командировок, встреч с друзьями, по телефону поболтать, что-то обсудить. Но в целом это неплохое сочетание Меркурия и Венеры по деньгам и по статусу, и по документам. Конечно, что-то, наверное, придется переделывать, потому что они в какой-то момент будут ретроградными, с кем-то договариваться, с кем-то передоговариваться, но, возможно, даже и гаджеты менять, покупать, книги, курсы, хобби, какое-то активное, может быть, обучение. И Меркурий указывает еще на то, что вы вкладывать, конечно, деньги будете в хобби, в курсы, в книжки, в телефоны, возможно, в друзей, но не только деньги, но еще и время, может быть, ресурсы. Но еще очень важный по транзиту Меркурия момент, что нужно будет прилагать много собственных усилий, и, возможно, это будет для достижения ваших целей. То есть вы, возможно, будете в чем-то у цели. И для того, чтобы эту цель достичь, вам осенью придется сфокусироваться на какой-то цели и приложить собственные усилия, чтобы эту цель наконец-то достичь. А 26 сентября будет полнолуние в вашем восьмом доме гороскопа. Но обычно полнолуние это что-то незапланированное. Это, возможно, разрешение каких-то вопросов, которые давно у вас были в таком подвешенном состоянии, вы не знали, как их решить, но также могут выходить и наружу какие-то тайны и появляться какие-то вопросы, которые вы не могли контролировать и которые от вас не зависят. Но если смотреть на общий контекст месяца, то, в принципе, это полнолуние не должно принести вам каких-то таких со знаком минус вопросов, просто возможно, то, что вы не ожидаете, и то, что вы давно ждали, но уже и отчаялись это ожидать. Девы, со 2 сентября по 5 ноября по вашему второму дому гороскопа пойдет Венера, и Венера будет достаточно долго в вашем втором доме гороскопа. Венера будет идти по собственному знаку зодиака Весы. Это прекрасный транзит, улучшающий, хороший, потому что Венера выходит из знака своего падения, и Венера будет достаточно долго в своем собственном знаке, потому что будет какое-то время ретроградить. И это транзит на то, что вы можете много кого-то консультировать, вы можете получать доход от обучения, доход от государства, доход от отца, учителя, руководителя, то есть напрямую кому-то из дев могут повышать уровень оплаты труда. Это улучшение в темах питания, улучшение в темах уровня энергии, то есть, возможно, таким образом такой транзит может немножко дать вам больше отдыха, чем обычно. Это украшение лица, зубов, зрения. То есть вы можете заниматься тем, чтобы пойти, допустим, на гигиеническую чистку, очки подобрать, линзы подобрать, что-то в этом роде.
Ну и красиво и приятно говорить, поэтому это обычно тоже дает как консультирование, либо доход какой-то от партнерства еще. С 7 сентября по 26 сентября по вашему первому дому гороскопа пойдет Меркурий. Меркурий тоже хороший транзит, он будет идти по своему собственному знаку, по знаку своей экзальтации, укрепляет вопросы статуса, карьеры, репутации. Транзит Меркурия по первому дому гороскопа указывает на то, что в этот период мы что-то о себе рассказываем. То есть в нашей жизни происходят какие-то активные события, когда мы должны этими событиями делиться. Ну и фокус на себя тоже. И про себя что-то поизучать, про себя что-то рассказать, про себя, может быть, даже где-то похвастаться. Это как бы такой немножко выход из спячки. Получить повышение, получить какие-то важные документы, либо заняться вопросами статуса, укрепить свою репутацию. Это все по транзиту Меркурия по первому дому гороскопа. 11 сентября будет новолуние в вашем 12 доме гороскопа, в доме дальних поездок, уединения, закрытых организаций. Новолуние в 12 доме гороскопа может означать, что поездку, может означать начало каких-то дел в другом городе, в другой стране, планы какие-то, либо планы какие-то по госпитализации, планы по посещению санатория, закрытой организации, планы по какому-то уединению. Но у вас уже все равно период уединения немножко заканчивается, наступает уже транзит и больше выходить в свет все-таки. Но новолуние в 12 доме гороскопа еще может давать перемены в работе, как и транзит Меркурия по первому дому. С 17 сентября по 17 октября в первый дом гороскопа заходит Солнце. И транзит Солнца по первому дому гороскопа, как я уже и говорила, выводит дев на свет, наружу. Но обычно это транзиты, когда в нашей жизни вот самые такие важные транзиты. Это транзит по первому дому гороскопа Солнца, транзит по 7 дому гороскопа Солнца, по 4, по 10, потому что в нашей жизни происходят какие-то важные перемены обычно. Когда Солнце идет по первому дому гороскопа, эти перемены могут касаться нас, эти перемены могут касаться нашей личной жизни. Мы как бы на виду и в фокусе в связи с тем, что происходит у нас, и в связи с тем, что происходит в нашей личной жизни. Какая-то публичность может быть, либо какая-то просто необходимость с кем-то делиться тем, что у нас происходит в любом случае. Получение статуса точно так же. Мы подсвечены в связи с какими-то вещами. Но еще Солнце может давать перемены в личной жизни и какие-то поездки. С 18 сентября по 12 ноября Марс пойдет по вашему 11 дому гороскопа. Транзит Марса по 11 дому гороскопа — это транзит такой двоякий, неоднозначный, я бы сказала. С одной стороны, транзит Марса по 11 дому гороскопа может указывать на получение каких-то незаработанных денег, на чужую помощь, на какие-то внезапные деньги, на перемены по счетам, по картам. С другой стороны, когда Марс идет по 11 дому гороскопа, это период сильных впечатлений, связанных с друзьями, с детьми, с учебой. Такой транзит, который может давать необходимость отстаивать интересы какой-то группы людей, выступать в защиту какой-то группы людей, выступать в защиту своих достижений в том числе. Но и в общем-то, это такая рыцарская какая-то иногда история, когда Марс идет по 11 дому гороскопа, когда мы хотим что-то доказать, когда мы хотим, вот, может быть, даже некоторые выводить на чистую воду кого-то будут, тоже такое. Но не особо рекомендуется, потому что Марс все-таки идет в знаке своего падения. Тут и повышенная физическая активность, с одной стороны, а с другой стороны, вероятность и травмироваться, потому что вообще мы можем и на спорт начать ходить, и на танцы какие-то начать ходить, куда-то вот выбраться очень сильно захочется. Тут еще и Юпитер, и это и кого-то научить, и кого-то проучить. Но старайтесь
Конечно, в вопросах коммуникации, в вопросах сообществ быть сдержаннее. Возможно, кстати, даже, может быть, видео стоило бы записать про этот транзит, я подумаю. С 26 сентября по 2 декабря по вашему второму дому гороскопа пойдет Меркурий. И тоже Меркурий будет очень долго идти по вашему второму дому гороскопа вместе с Венерой, потому что он в октябре будет ретроградным. И вот в фокусе на самом деле 2 дома денег очень долго. Меркурий и Венера во втором доме, а Марс в 11 доме. Вообще Меркурий по второму дому гороскопа тоже хорошо, потому что тоже указывает на много консультаций, на много разговоров, на разговоры про деньги, на подсчет денег. Ну и финансовая комбинация, в общем-то, формируется неплохая во втором доме гороскопа, когда будут идти Меркурий и Венера. С одной стороны. С другой стороны, Марс. Марс может давать и транжирство, и какие-то незапланированные траты, и какие-то сильные впечатления, завязанные в том числе на деньги. Но в целом, когда Меркурий идет по второму дому гороскопа, мы замотивированы очень на деньги, на наши ресурсы, на то, чтобы ресурсы собирать, на то, чтобы ресурсы сберегать, изучать финансовую дисциплину, изучать вопросы, связанные с зубами, зрением, много общаться с родителями и в целом много говорить и консультировать, как я уже сказала, да, возможно, иностранные языки изучать. Но неплохо, я бы сказала, все равно. Даже у кого-то будет повышение уровня оплаты труда, какие-то незапланированные премии будут у дев, какие-то незапланированные подарки, может быть, доходы и так далее. И 26 сентября будет полнолуние в вашем седьмом доме гороскопа, которое может приносить перемены в личную жизнь и партнерство, выход из каких-то сообществ, перемены у партнера, либо перемены в статусе в личной жизни, перемены в командах. Если вы работаете, допустим, вы можете отдел поменять, либо в отделе что-то происходит. Но в целом больше даже это коррелирует с транзитами по второму дому гороскопа, которые говорят на много консультаций, на много общения, поэтому возможно и на 11 дом гороскопа. То есть у нас в фокусе еще 2 дома общения, помимо 2 домов денег, еще и 2 дома общения. В общем-то, очень много будет зависеть от тех людей, с кем вы общаетесь, и очень много будет зависеть, ваши доходы будут очень сильно зависеть от того, сколько вокруг вас людей, либо кто рядом с вами, скорее всего. Вы будете, возможно, очень рассчитывать на других людей, либо вы будете тоже помогать. Но в целом достаточно денежные периоды и достаточно такие сильные периоды для достижений, однако нужно только быть аккуратнее, не конфликтовать и не увлекаться какими-то активными видами спорта. На этом сегодняшний прогноз для овнов, тельцов, близнецов, раков, львов и дев завершен. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.